Приветствую вас на нашем канале. Сегодня продолжим разговор о матрице времени и ее построении. Посетим места, в которых проявляется в полной мере влияние сил, которые нам не подвластны. Итак, что мы поняли из предыдущих материалов? Это то, что наша Вселенная перемещается во время и в пространстве, изменяя нас физически и наполняя каждый наш день новыми событиями, ощущениями. Мир бесконечных пространственно-временных проекций – это и есть наша Вселенная, со всеми планетами, звездами, галактиками, всем тем, что мы ощущаем и видим вокруг себя. Наш путь в этом мире кажется движущимся в одном направлении, но это не совсем так. Наш мир, двигаясь вперед, незаметно для нас взаимодействует с миром четвертого измерения, который имеет обратное движение пространственно-временных проекций. Это может показаться парадоксальным или сказочным, но тем не менее, это реальность. И сейчас мы с вами попробуем разобраться в данном вопросе. Все, что мы видим и ощущаем, уже не повторяется. Каждое мгновение формирует новые события, новый день, новые ощущения. Все, что нас окружает, в том числе Вселенная, в которой мы находимся, представляет мир, который рождается для того, чтобы в какой-то момент исчезнуть. То есть происходит процесс разрушения и поглощения пространства. Другими словами, формирование мира происходит для того, чтобы рано или поздно перестать существовать. Вспомним истории, которые я приводил в предыдущих роликах о предыдущих погибших цивилизациях, живших до нас. Мы видим, но не обращаем внимания на события во Вселенной, в которой происходит гибель планет, звезд и даже галактик. Но мир четвертого измерения развивается по другому принципу. Он движется в другую сторону. То есть наша Вселенная расширяется, а Вселенная четвертого пространственно-временного измерения сужается. Напрашивается вопрос, зачем это нужно, где логика и смысл данного алгоритма движения одного или точнее двух одинаковых миров в разных направлениях. Но смысл в том, что наша временная матрица – это перемещение пространственно-временных проекций в разных направлениях. И эти перемещения формируют пространственный абсолют в пределах нашей временной матрицы. Без нашего мира трех измерений, а также мира четвертого измерения, матрица времени не могла бы существовать. Нарушилась бы автономность пространственно-временных точек отсчета, в которых существуют событийные проекции всех миров в матрице времени. При исчезновении любой части событийности проекций в матрице произойдут непоправимые изменения. Они создадут хаотичные изменения всей пространственно-временной конструкции, или так называемые в современной науке нарушение пространственно-временного континуума. То есть все, что находится в нашей матрице, начнет постепенно разрушаться, и будут происходить хаотические перемещения пространственно-временных проекций с третьего измерения в четвертое и даже в пятое, и наоборот. Другими словами, наступит хаос, который разрушит все миры. Все, что происходит в матрице времени, сохраняется навсегда и не исчезает никогда. То есть объект при исчезновении в одном измерении синхронизируется с пространственно-временной точкой в другом измерении и начинает свое существование в нем. Наша матрица существует обособленно от других пространственно-временных матриц и слабо влияет на другие. Вот мы плавно подошли к тому, что существует бесконечное количество матриц времени в так называемом туннеле времени. Туннель времени удерживает в своем пространстве бесконечное количество пространственно-временных матриц. Матрицы существуют обособленно и не имеют прямой связи между собой, но есть связи через пространственно-временной туннель, в котором они находятся. Но об этом не в данном видео. Сейчас мы произведем путешествие в мир четвертого измерения, или мир, в котором все события развиваются в другом пространственно-временном направлении. Начнем с простого. Знакомым многим чувство, когда вы испытываете ощущение, что вам знаком человек, предмет, место или событие. Эти ощущения настолько неопределенные и в какой-то степени иллюзорные, что ваш разум не фиксирует эту проекцию в реальном отображении. В литературе данный пространственный сбой описан и называется дежавю. То есть это ощущение, что данные действия или события вы уже ощущали, и вы их помните. Оказывается, дежавю – это совсем не фантастика и не выдумка. Это реальное проявление, которое в жизни испытывает любое живое существо на Земле. Попробуем разобраться, как происходит событие отображения проекции четвертого измерения в нашем мире, или как мы
уже выяснили дежавю. Но будем разбираться постепенно, чтобы не запутаться и понять строение нашего пространственно-временного перемещения. Чтобы все стало понятно, представим два обруча. Что обручи — это и есть движение нашей Вселенной, и в том числе нас по этому громадному пути, пространстве и времени с постоянным изменением проекции в каждой точке формируемого мира. Каждый обруч перемещается в пространстве в матрице времени, и по каждому этому пути в разных направлениях происходит движение, а точнее жизнь всей нашей Вселенной. Обруч — это и есть вся наша Вселенная. Другой обруч также вращается, но в другом направлении, и это тоже наша Вселенная, но в четвертом пространственно-временном измерении. Мы с вами уже рассматривали в предыдущем ролике пример с линейкой и фигуркой человечка на данной линейке. Линейка — это время, а человечек — это объект перемещения. Так и обручи мы можем представить в виде времени, перемещающие в пространстве наш мир в одном направлении. Есть еще миры, расположенные в пятом пространственно-временном измерении рядом с нами. Но сейчас не будем об этом говорить, иначе мы с вами можем легко запутаться. Движение нашей Вселенной происходит по гипергромадному циклу, который приводит ее движение к концу. Но конец жизни Вселенной — это только начало другого цикла жизни. Если представить конечную пространственно-временную точку нашей Вселенной, а точнее исчезновение всей материи и остановку времени и пространства, в этой точке и происходит соединение мира третьего пространственного временного измерения и мира четвертого пространственно-временного измерения. То есть наш мир исчезает и переходит в обратную проекцию движения пространства и времени. Точнее, наш мир постепенно погружается в четвертое измерение с обратной пространственно-временной проекцией. Единственное, необходимо сделать некоторую оговорку, что циклы людей, животных, растений, то есть всего живого на Земле и в других мирах нашей Вселенной, проходят циклическое бесконечное изменение в проекциях времени и пространства. В цикл жизни нашей Вселенной заложен более сложный механизм перемещения в пространстве и времени. Очень необычно представить и жить в мире, который движется в другом временном направлении. Данные так называемые сбои происходят и в нашем мире, о чем есть немногочисленные публикации в прессе и отображения в фантастических произведениях. Но в жизни людей, которые волей пространственного и временного сбоя, живущие в нашем мире с обратной проекцией, вступают всевозможные государственные структуры, которые полностью изолируют данных людей, и о их феноменах все вокруг быстро забывают. Раньше это была церковь, которая обвиняла данных людей в колдовстве, и вы сами можете догадаться, как заканчивалась жизнь данных людей феноменов. Так вот, эти точки не физического, а энергетического пересечения событийности временных проекций и вызывают ощущение дежавю. Точнее, человек ощущает на себе энергетику событийности обратной временной проекции. Блаватская освещала вскользь данные события, но немного в другой концептуальной доктрине. Стоит отметить, что мир четвертого измерения не является похожим на наш, а если рассмотреть его точнее, это мир, сотканный из множества энергетических пространственных временных материй. В этом мире наша временная проекция отображается как бестелесная энергетическая иллюзия всех происшедших событий. Но мир четвертого измерения существует отдельно от нашей обратной проекции и в определенной точке соприкасается с миром пятого измерения. Не подумайте, что в четвертом измерении весь наш мир существует в физическом проявлении. Нет, там наш мир отображается в энергетическом проявлении, как будто мы смотрим фильм в кинотеатре наоборот. Вот из этих проекций и можно получать информацию о будущем и прошлом. В некоторых статьях данный мир описывают как энергетическое поле Земли, галактики, Вселенной. Также в разных религиях есть описание этого мира. Перемещение во времени возможно только с участием реального мира четвертого измерения и нашей обратной проекции. Есть некоторая парадоксальная составляющая, которую необходимо выполнить для перемещения физического объекта по временному мосту, который может связать наши миры третьего и четвертого измерения. Связь третьего измерения с пятым невозможна без участия четвертого измерения. Так вот, составляющая, необходимая для перемещения по временному мосту, это то, что необходимо энергетическую проекцию живого существа отправить в четвертое измерение, переместить по обратной траектории движения нашего мира и переместить в наше измерение. После этого физический объект под воздействием силы пространственно-временного равновесия отправит физический объект в нужную точку прошлого или будущего без разрушения пространственно-временного континуума и без вреда для объекта перемещения. В документах описан алгоритм, с помощью которого наиболее развитая предыдущая цивилизация лемура-атлантов
совершали такие путешествия без всякого вреда для себя. В нашем мире давно происходит перемещение в будущее и в прошлое. Эти события иногда фиксируют всевозможные камеры и описаны во множествах книг. Но наш мир не особенно интересен для других цивилизаций, так как он ведет свое развитие по примитивному захватническому принципу существования. Наш современный мир еще не перестроился и не изменил свой разрушительный путь существования. Эти фундаментальные изменения еще впереди, но пройдут они через непростые времена для человечества. Теперь немного затронем тему астрологии, предсказаний и других вненаучных концепций. Я не просто так хочу поговорить на эту тему, так как она напрашивается в нашем обсуждении 4-го измерения временной проекции. Мы с вами переходим к разговору о настройке человеческого сознания для открытия устойчивого канала, способного переместить в 4-е измерение любой энергетический объект или сознание человека. Но давайте рассмотрим все по порядку. На Земле были и есть люди, обладающие необыкновенными возможностями, которые недоступны простым людям, а точнее предсказателям. Сейчас модно их называть экстрасенсами. Мы не говорим сейчас о магии и других людях, которые имеют связь с определенными тонкими мирами. Они чаще всего затрагивают миры, созданные для первой земной цивилизации, которая не имела плотных тел и находилась в одном из тонких миров. Они окружают наш мир 3 измерений. Но некоторыми людьми используются тонкие миры не всегда с добрыми намерениями. Но сегодня мы не будем затрагивать тему тонких миров. Итак, есть имена авторитетных предсказателей, которые имели возможность заглядывать и в прошлое, и в будущее. Я не буду сейчас вспоминать их всех, но вспомню только одного. Его возможности в предсказаниях будущего являются неоспоримы. Это Эдвард Кейси, так называемый спящий пророк. Есть много предсказаний данного провидца, но нас с вами в данном материале интересует, как и где черпал данные предсказания и знания Кейси. Пару слов о жизни этого человека-феномена. Он был необычным человеком. Его фантастические способности вызывают восхищение и удивление. За свою жизнь он предсказал много событий о будущем мира. Кейси был верующим человеком и с очень позитивным мировоззренческим видением мира. Он старался помогать всем обратившимся к нему людям, несмотря ни на какие сложности и препятствия. Родился Кейси 18 марта 1877 года неподалеку от города Хопкинсвилл, США. Он плохо учился, и однажды отец мальчика ударил его за плохую успеваемость. Кейси упал на пол и услышал настойчивый голос, который сказал, что нужно идти спать, и с утра все будет хорошо. С утра Кейси знал все, что никак не мог запомнить из школьной программы. Множество событий в жизни Кейси происходило, которые определили его дальнейшую жизнь. Но судьба свела Кейси с гипнотизером Эллейном, который предложил ему лечить людей с помощью его снов, в которых ему сообщалась полная информация о лекарстве и методах лечения. Удивительно, что лекарства, рекомендованные целителям, чаще всего были очень странного и нетрадиционного рецепта, не признаваемые медициной того времени. А иногда и лекарствами это назвать было очень сложно. Но несмотря ни на что, эти рецепты помогали людям даже с тяжелыми заболеваниями, от которых отказывались доктора. Слава о целителе разнеслась по всей стране. Люди обращались за помощью в письмах и при личной встрече. Кейси получал информацию во сне не только о лечении людей, но и о будущих значимых событиях в мире и судьбах целых народов. Вот тогда его и нарекли заслуженным именем «Спящий пророк». О предсказаниях его мы не будем сегодня говорить. Нас с вами сегодня интересуют другие, его более фундаментальные высказывания, которые переплетаются с материалами данного ролика. Кейси много своих снов, чтений посвятил жизни после прекращения существования человека. Он сообщал, что вернется снова на Землю в материальном воплощении в 2100 году. В одном из своих снов он получил информацию, что не все при жизни живет, и не все с прекращением существования исчезает, так как одно – это начало другого. То есть любая пространственно-временная проекция рано или поздно исчезнет в нашем мире и продолжит свое существование в другом пространственном измерении. В его словах и просматривается весь смысл содержания документа, оставленного нам предыдущими цивилизациями. Мир циклический и повторяемый, и существующий во временной матрице. Все знания Кейси считывал с 4-го измерения, в котором все события движутся в другом направлении и хранятся в том мире в виде пространственно-временных отображений. Мы с вами не просто обратили свое внимание на Кейси. В его предсказаниях есть одна запись, которая отправляет нас в место, в котором происходит постоянное перемещение в 4-е измерение и обратно. Правда, чаще всего с очень негативными последствиями. Но это и понятно. Изменить цикл движения пространственно-временной проекции
в другое пространственно-временное перемещение для живого существа не может пройти бесследно, без перезагрузки его проекции в пространственно-временной матрице. Кейси предсказал, что есть место соединения миров, а точнее соединения нашего мира с миром четвертого измерения. Это некоторый соединительный портал, созданный искусственным образом лемура-атлантами во времена расцвета их цивилизации. Они использовали его для расширения своего жизненного пространственного существования в пределах одной матрицы. Но это и погубило их мир, так как они попытались попасть в мир пятого измерения, и это разрушило пространственно-временной континуум. К счастью, только в точке соприкосновения, и поэтому наш мир возродился, и матрица времени не претерпела серьезных пространственных деформаций. О пятом измерении и о поздних лемур-атлантах мы поговорим позже. Это настолько ломает все наше представление о существовании в пространстве и времени, поэтому нужно немного осмыслить то, что есть в оставленных нам древних документах. Так где же находятся эти необычные места соприкосновения миров третьего и четвертого измерения? О данном месте мы поговорим с вами в следующем ролике. На сегодня мы с вами заканчиваем разговор о матрице времени. В дальнейшем я буду возвращаться к этой теме по мере изучения документов. Если вам понравился материал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего хорошего, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.